Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. События до конца месяца. Таро на неделю с 24 по 30 июня. Давайте узнаем, что же нам расскажут карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь аллегория на метафору тех карт, которые нам выпадут. И не расскажет расклад о том, что вы чувствуете, о том, что вы переживаете в данный момент. Весь фокус переложить как раз ту историю, которая у вас сейчас активно проигрывается, как мы говорим, или то, что вас сейчас беспокоит, на карты и просчитать свою какую-то стратегию, тактику или как альтернативный вариант развития событий. А что будет, предположим, да, если как-то изменится обстановка, как я буду действовать. И так тоже можно использовать общие расклады. Итак, неделя, 29 июня. Черная луна или Лилит входит в знак зодиака Весы. И разное время прибывает Лилит в одном из знаков зодиака. Но в Весах это пробудет достаточно долго, почти год, по март 2025 года. Это своего рода прелюдия окончательного перехода Плутона в знак зодиака Водолей или сама по себе как начало эпохи Водолея. И поэтому, если мы говорим Лилит, это наши тайные желания, о которых мы никому не рассказывали, и которые как раз в этот период будут рваться наружу. Или вот те сильные энергии, когда мы что-то хотим сделать для себя самих. Очень хорошо, для собственного счастья. И в этот период энергии, когда мы не хотим себе, в чем-то мешать, наступать на горло собственной песни или быть кому-то удобным. Вот это будет определять ваши последующие шаги и как вы сумеете сбалансировать с той реальностью, которая присутствует в вашей жизни. Но неделя. Я закончу статью и опубликую ее на своем сайте. Оставлю ссылку во вкладке «Сообщество». Следите за вкладкой «Сообщество», кому это интересно. Вы можете прочитать, как по звездам, звезды, небесное расписание видит этот период, как это проиграется для каждого знака зодиака в отдельности. А также, если вам удобно отслеживать, можно с моей страницы в Facebook, я тоже обычно публикую ссылку. Итак, что важно знать на этой неделе? Что будет в приоритете для вас? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Каким энергиям, как видят карты? Или что вам может помешать? Что вам будет помогать, мои дорогие козероги? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия финансов и личная жизнь. И что же для вас будет важно? Спокойствие. Ну и не только спокойствие, умеренность, душевный баланс, когда все решится в свое время. Даже если есть какие-то паузы, задержки, поверьте, мои дорогие козероги, это для вас каким-то образом сыграет все равно в плюс. Когда мы в спокойных энергиях, у вас прекрасная неделя, подметить какие-то тонкости или узнать какие-то новости, проанализировать какую-то ситуацию, переложить вот как раз на альтернативный вариант развития событий и допустить или просчитать, а что будет со мной или мои действия, если я поступлю вот каким-то одним образом. А как разовьются события, если я поступлю так, как не поступал, допустим, прежде? Вот мы предполагаем, размышляем, анализируем и действуем. Причем могут быть подсказки на этой неделе, как в событиях извне. Это могут быть и новости, которые, если мы говорим не одна, как и мысль не бывает случайно, если про собственные инсайты, так и новости, которые вы слышите, это как будто информация тоже вам зачем-то нужна. Здесь нельзя быть небрежному, как и к собственным подсказкам шестого чувства, так и к тем новостям, которые приходят буквально на ваш порог. Вот это все для чего-то. И именно период этот где-то спокойный вам дается для того, чтобы вы как будто заранее проанализировали, как вы будете действовать в том или ином случае. Вот такой момент, это важно знать. Но в принципе спокойная неделя. Неожиданности. Все должно быть по закону.
Ну, разве что, знаете, как по 11-му аркану справедливость всегда проходит причины и следствия. Если мы прежде сделали что-то правильно или хорошо, как раз мы получаем э, то, что мы заслужили, или помощь к вам приходит, пусть не руками тех людей, которым вы помогали, мои дорогие козероги, но это вот как вселенское равновесие, когда мы можем себе позволить вот этот спокойный период анализировать и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Может быть, как в неожиданностях для кого-то проигрывается, в зависимости от того, опять же, как вы поступили в прежней какой-то ситуации, может какая-то обратка прилететь, и нам придется решать как раз ту или иную проблему или какую-то задачу, и пройти этот путь в одиночку, может быть, даже и так. И тогда тоже карта подсказывает, не нарушая закон. Может быть, придется какой-то документ согласовать для того, чтобы наступило это самое перемирие, равновесие. Или когда у вас открывается больше возможностей, когда вы тоже должны закрепить их, оформив какие-то бумаги или сделав что-то по закону. Вот закон не нарушаем в любом номинале. Даже если прежде мы что-то делали, ну, где-то не так хорошо, и это проскальзывало. Карта говорит, вот здесь нет. И на последующий период, долгие 20 лет, пока будет Плутон в Водолее, мои дорогие козероги, здесь не проедет какая-то прежняя стратегия, которая раньше, пусть она была такая мутновато-скользкая, но это проскальзывало, это проходило, а здесь не пройдет. Карта говорит, не соглашайся на мутные сделки, не участвуй вообще с какими-то сомнительными личностями, в каких-то непонятных союзах даже. Не время вообще риску. Вот так как-то, мои дорогие козероги. Давайте посмотрим, чему же сейчас не время. Да, правда, король мечей вот нам об этом и говорят. И не время кому-то что-то доказывать. И, кстати, когда король мечей выпадает вот в этой позиции, ведь проходит сильный мир сего, люди в погонах, люди, которые имеют рычаги власти. Так вот, с ними не время спорить, не время им доказывать, оспаривать какой-то закон. Пусть где-то правда, ну, считайте это как моральные принципы, они на вашей стороне. А закон, он как-то написан по-другому. Такое бывает в нашей жизни. Многие согласятся со мной, думаю. Но мы на это не влияем. Нам придется в том фарватере плыть, то, что допустимо по закону. И значит, может быть, проконсультироваться с юристами, адвокатами, нотариусами, как по закону как раз обустроить ваше дело. Так, чтобы и овцы целы, и волки сыты. Может быть так, но конфронтации быть не должно. И не должно быть каких-то табу, основанных на том, как вы поступали прежде. Вот этому не время. Где-то допустить те самые альтернативные варианты развития событий, что мы думаем, что жизнь движется в одном каком-то ключе. И в дальнейшем это будет тоже как-то так же. А вот так не будет. Тут в любой момент может прийти в нашу жизнь и ее величество неожиданность. Поэтому саму по себе неожиданность нужно допускать. И, повторюсь, собой не рисковать в каких-то более спокойных энергиях. Что вам будет помогать? Да, странно кажется, правда, пятерка кубков, карта апатии, карта депрессии, мы ее так называем. Но, безусловно, у карт Таро, любой карты, есть несколько значений. И в позиции, если мы говорим, что вам помогает. Это ведь апатия, депрессия. Давайте немножко порассуждаем, чтобы вы прочувствовали глубже, почему именно эта карта так нелепо выпала, что вам помогает. Так вот, если мы говорим об апатичном состоянии, это всегда внешняя маска равнодушия. Это то, когда нас невозможно зацепить. Когда нам невозможно сделать еще более болезненно, чем есть на данный момент. Когда мы несколько отрешенно смотрим на все происходящие события вокруг. И хоть камни с неба, а нас это не цепляет. И, как ни странно, именно вот эта позиция для вас, она будет сильна на этой неделе. Если вы даже считаете, мои дорогие козероги, я не обладаю каким-то актерским мастерством, вам придется освоить основы лицедейства и стать великим актером, потому что именно маска равнодушия, и пусть у вас внутри там что-то закипает,
Или вы категорически не согласны? А не время угрожать судом, спорить с сильными мира сего. Не время кому-то что-то доказывать. Или угрожать «я на тебя подам в суд», или «я с тобой разберусь». Нет, от начала до конца. Держать баланс. И если вы вот эту маску отрешенности, равнодушия, именно я про маску сейчас говорю, одеваете на лицо и смотрите спокойно, например, собеседнику в глаза, выдерживая паузу. Есть такой психологический прием, когда мы, допустим, два слова, опять же скажу, вы разговариваете с человеком, вы ему хотите что-то доказать, а человек молчит. И вы по нарастающей, постепенно набирая обороты в своих эмоциях, думаете, ну, елки-палки, сидит, молчит, чего молчит, не понял, значит. Сейчас я тебе объясню поподробнее. И мы начинаем развивать наше намерение, тему, вот что-то, какой-то вопрос более углубленно. Человек опять молчит, а мы, опять же, продолжаем. В итоге к чему все сводится? Мы проболтались. Мы рассказали больше, чем намеревались это сделать прежде. И подобным психологическим приемом пользуются иногда руководители или люди, которые... Мы ведь не знаем, с кем мы тут будем сталкиваться, правда? Тут могут быть действительно люди, которые, ну, с которыми лучше промолчать. И причем это молчание не должно быть, знаете, как нависшая такая тишина в воздухе. Нет, а это должна быть, ну, состояние ситуации, когда вы в некотором релаксе, или, по крайней мере, вы так выглядите. И тогда вот эта маска вам помогает. Умение держать вот эту паузу непринужденно, о которой я рассказала, и слегка отрешенно, глядя человеку, собеседнику в глаза, показывать ему всем своим видом, что ты, ну, в этой теме или не участвуешь, или она не про тебя, или то, что у тебя свои какие-то задачи, заботы. Вот подобное лицедейство вам буквально помогает. Я думаю, мои дорогие козероги, я подробно описала, вы меня поняли. Но и предыдущие-то карты в итоге все свели к этому. Поэтому, видимо, действительно такие энергии для вас важны, как самосохранение. Что скрыто? Король кубков. Может быть, у кого-то ситуация в личной жизни. Неважно, там, родственники. Или родственники вашего супруга, вашего близкого человека. Какая-то заварушка есть. И тогда вы быть великим дипломатом, как третейским судьей. Когда и не вашим, и не нашим. И пусть действительно хоть камни с неба. Или пусть, если они... говорят, когда дерутся, прав тот, кто стоит в стороне и молчит. Вот это железно. И ваша какая-то подобная позиция. Нейтралитет от начала до конца. И ведь по королю кубков это единственная карта в колоде человека, который умеет не привнести эмоции в решение каких-то практичных вопросов. И наоборот, не быть жестким прагматиком там, где касается наших чувств. Держать баланс вам придется, мои дорогие, и от этого зависит дальнейшее построение какого-то вопроса или развитие ситуации, или ваше участие, или буквально от вас отстанет кто-то, у кого-то и так проиграется, потому что увидит ваше равнодушное лицо и скажет, а нет, он или она не при делах, он вообще на какой-то своей волне или в своем измерении, нет смысла мне его дергать. И правда, у кого-то и так может помочь вот это умение держать паузу. Идем дальше. Дела, работа, бизнес. Ну да, вот такие энергии, они для вас важны. Прообраз Юдифи. Молчание вам помогает, это правда. И когда мы выглядим как будто одним образом, а думаем мы совершенно что-то другое. Когда по вашему лицу никто не прочитает ваши мысли. Когда вы для людей не открытая книга. Юдиф, как известно, она задумала великое действо, которое она сумела осуществить благодаря умению держать паузу и молчанию. И если бы она проболталась, она бы не вошла в историю. Вы можете от чего-то отказаться, но в последующем еще как-то разовьются события, и вы будете видеть более достоверно, стоит мне это делать или нет. Рассчитывать нужно на самих себя. И вам на этой неделе не время для эмоций, разве что каким-то приятным в кругу тех людей, которых вы любите и которые любят вас. Обстановка вокруг, она такая
знаете, еще как не устоявшаяся в каком-то фарватере или в каких-то основных концепциях. И с другой-то стороны еще что-то продолжит развиваться. Какой-то мы финал не видим. Тот финал, который от внешних обстоятельств зависит. Нам еще в них предстоит только участвовать. И кто знает, от того, что мы сегодня в чем-то, может быть, не проучаствовали, а отступили полшага назад, мы завтра себе скажем спасибо. Вот какой-то тонкий нюанс, подумайте. Деньги. Но и поддаваться страхам, эта карта буквально у кого-то бессонница может проиграться, потому что нужно решить какой-то финансовый вопрос. Но нам говорят, и эмоции тебе также не помогут. Тебе не поможет какая-то прежняя твоя, ну, как стратегия, она может не сработать. А вообще нам говорят, что, мои дорогие, какая-то неделя для вас, козероги, когда будут одолевать разные сомнения и буквально доводить до бессонницы. Или вы хотите по части денег организовать новую стратегию дохода. Попутно скажу, ваш знак на вторую половину 2024 года считается один из удачливых знаков для как раз нового построения финансового эквивалента. Или как это новый источник дохода, или для кого-то как новое знание, которое вы прикладываете, и в последующем это будет перспективно. Либо еще какую-то финансовую концепцию вы свою личную разрабатываете, и это прекрасное время для старта, когда вы можете заработать очень хорошую сумму денег. Понятно, что это от ваших усилий будет зависеть, но ведь перед тем, как действовать, мы должны что-то продумать. С одной стороны, эти думы не должны продолжаться по ночам, если правда у кого-то проигрывается, что у меня уже голова трещит от этих дум, и вот она бессонница-то как раз и приходит из-за этого. Тогда это могут быть именно по финансовым вопросам. Вам нужно быть реалистом на этой неделе. И значит, нам говорят, ты не сможешь какой-то финансовый вопрос решить, если ты будешь думать о нем по ночам. Ночью надо спать. Иногда физиология банально проигрывается по этой карте. Поэтому кому-то, у кого инсомния уже превысила какие-то временные рамки, и это длится долго, обратиться, может быть, к психологу, к психотерапевту и подумать, что мне с этим делать. А для кого-то прогулки перед сном, это правда, прогулка перед самым сном, когда мы подышали свежим воздухом, после этого идем спать, отдыхать. Когда мы мысли, я называю это думать ногами. Мы идем и не лежа в постели что-то обдумываем, а именно когда выполняем, допустим, шаги те же самые в каком-то как определенном ритме. Мы переносим вот эту бессонницу или наши мысли в размеренный ритм, темп нашей жизни. И таким самым мы себе тоже делаем очень полезное дело, когда мы можем избавиться как от недуга, так и больше рационализма в нашей голове, ведь правда? Вот продумайте этот тонких нюанс. И правда, какая-то концепция финансовая у вас сейчас как будто есть на пороге, но вы ее должны решать, будучи великим реалистом, мои дорогие. Ну, вы и есть реалисты. Но, видимо, подумайте о самом себе, чтобы себя не обесточить. Помните, уставшие люди, а мы уставшие. У нас на утро голова не работает, потому что мы ж думали всю ночь, а думать нужно по-другому. Личная жизнь, колесо фортуны. Да, в вашей жизни что-то будет меняться. Может быть, и на этой неделе. Как я уже сказала, по карте умеренности приходит как событие, новость какая-то извне, и вы можете от этого оттолкнуться. Это как знание, может быть, прежде что-то от вас было скрыто или скрывали, а здесь это становится явью. Это может быть и какая-то возможность, мои дорогие, предложение куда-то о переезде или что-то для себя сделать очень хорошо. Может быть, мои дорогие, вы встретитесь с таким человеком, познакомитесь. Я не могу этого сказать наверняка, но я не могу это отрицать. У вас есть персональные карты. И, к слову сказать, у кого-то ведь у нас пара выпала. Поэтому кто-то пошел решать вопросы по части документов, финансов, там еще что-то. И совершенно случайно может состояться знакомство, в последующем дружба. И тогда вот как мысль ни одна не бывает напрасной, особенно на этой неделе. Как информацию нужно всю проанализировать, так вам пространство будет еще и людей посылать таких,
которые вам для чего-то нужны, мои дорогие козероги. В любом случае, на личную жизнь колесо фортуны. Поэтому, ведь это карта новых возможностей. Это когда что-то оборачивается именно в более счастливый эквивалент, мои дорогие. И поэтому карта говорит, а ты не будь один или одна. Вот для кого-то это тоже будет важно. Как-то изменить, это ведь карта перемен. И в личной жизни у вас как будто тоже может вот-вот что-то измениться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.